и так далее, не меняется и тех, кто из чего это состоят. Следующее. Правда ли, что биолокация, работа с рамкой или маятником, разговор с подсознанием? Правда. Достаточно ответ или расширим дать? Ну вот на 5 минут всем есть расширенного дам, потому что, к сожалению, уже не успею. Вот. Дело в том, что действительно работа с рамкой или маятником, оно действительно это, когда человек сам не может вытащить информацию на уровне сознания, с помощью того, что рамки или маятник, это может делать. Но и даже это делать нужно правильно ставить вопрос. Если поставить вопрос неправильно, то и ответ может быть неправильный. Поэтому здесь очень важно, как правильно ставить задачу, чтобы из подсознания даже с помощью рамки визуализировать через подсознание ответ на нужный вопрос. Поэтому, если правильно делать, то даже вот простая рамка или маятник может очень многому помочь. Потому что действительно для многих людей очень сложно увидеть что-то или увидеть, или получить информацию, или они получают, не понимают, как отфильтровать, как распределить и так далее. Но опять-таки, правильно поставлены задачи. Потому что, к примеру, образно, человек потерял что-то, дорогую вещь какую-то, да, где-то в своей квартире. Бывают такие вещи, да? Вот где в квартире потерянная вещь? Нет, не даст. А для этого проще можно сделать. Делается рисунок квартиры. Разбивается на определенные квадраты. Так, и нумеруется. 1, 2, 3, 4, 5, 10 и так далее, и так далее. Это не обязательно квартира, может хоть океан, понимаете, да? И ставите задачу. Так, настраивайтесь на то, что вы хотите сделать, и говорите, в каком из этих квадратов находится то, что первый, 0 реакции. И задайте задачу, что там, где находится, должна стрелка отклониться туда-то или туда-то. Понимаете, как вы хотите видеть ответ? Раз, проходите по всем секторам, нигде не обнаружите, значит, там нет ее. Или вы неправильно делаете. Или в определенном секторе у вас идет реакция. Раз, отклонилась стрелка. Ага, вы уже имеете конкретный квадрат. Вам не нужно бегать со стрелкой по лесу, искать, где вы обронили в лесу то же самое колечко, к примеру. Вы уже имеете конкретный квадратик. Дальше, этот квадратик тоже может большим быть, правильно? Вот дальше разбивать также на квадратики. И постепенно вы сужаете до тех пор, как вы можете прийти к точке, где вам нужно просто, зная, если вы координируете карту или рисунок с местностью, вы просто приходите и забираете с того места, где вы определили. А если будете с рамкой бегать по поверхности, толку будет мало. Поэтому это не теоретически, я говорю, практически. Когда у меня одна из моих пациенток, она жила на таком яхте, как, знаете, с домом сделано, у друзей своих, и потеряла кольцо. Говорит, оно недорогое, но цена ей как подарок где-то. Я говорю, принесите мне просто рисунок той яхты дома, который есть. Она принесла, на руки набросаны. Мне не нужна рамочка, по-другому я определяю. Так? Я так здесь одно место просмотрел, нет. Второй раз прошел, место здесь есть. Еще раз прошел, крестик поставил, вот там. Я там смотрел, идите. Она идет, она находит, я ей сказал. Просто опять-таки сканирование разное, с помощью рамочки, неважно как, вы точно определяете место и с точкой до 1 миллиметра. Или, допустим, те эксперименты проводил там же в Штатах, когда меня просили определять зоны загрязнения почвы. Я определял это загрязнение с точностью, когда 1 молекула токсинов на миллион нормальных, 1,5 на миллион нормальных. То есть я мог найти 1 молекулу токсинов среди миллиона нетоксинов. И это занимало несколько секунд. А то, что сделать технический способ, занимало несколько месяцев в общей сложности. И при этом, я когда это делал, я еще рисовал контура, как токсины распределяются, не задумываясь об этом, просто делал контура. А мне говорят, вы нарисовали еще, и как подземные воды разносят токсины то есть как подземное течение, вода, все это разносит. Просто если правильно и знать, как и что, можно сделать очень много. И для этого не нужно мне бегать было по местности, для этого мне нужен рисунок, или, допустим, фотографию или карту,
Я просто привязываю, если карта и рисунки я привязываю с реальностью, и то же самое, что фотографии получают то, что нужно. Просто кто не может напрямую делать, рамочку может делать то же самое, или маятник. Только, опять-таки, важно еще и правильно поставить задачу, что и как нужно делать. Потому что если вы пойди туда, не зная куда, принеси то, не знаешь что. И что вы думаете, вам рамочка или маятник ответит? И он ответит туда, не зная куда. Вот, поэтому такие вещи.